Всем огромный привет! Сейчас я вам продемонстрирую нашу базовую гибридную линейку для бровей. Итак, у меня сейчас на столе 7 цветов. Это Maroon, это Shadow, Dark, Nordic, Espresso, Orange и Yellow. Да, два корректора. А всего в палитре 5 цветов, в работе с которыми сегодня можно получать хорошие, красивые, зажившие результаты. Кстати, у нас есть каталог заживших работ. Вы можете посмотреть, как ведут себя эти пигменты, как они заживают и какой узор вы получите в работе с этими пигментами. Итак, начнем с Маруна. Первый цвет Maroon. Обращаю ваше внимание. Он образует прям такой темный оттенок. В работе с этим пигментом можно получить прям такие хорошие черные брови. Мне он очень нравится. Можно работать самостоятельно, можно работать с корректорами. Дальше у нас пигмент Dark. Dark он у нас вот такого красивого цвета. Темный брюнет. Очень красивый. Можете его использовать. Следующий пигмент, который мы с вами рассмотрим, это пигмент, который называется Shadow. Это базовая палитра. Эти пигменты довольно-таки стойкие, хорошо имплантируются, замечательно себя ведут. И вот смотрите, здесь уже не такая плотность, да? Он уже не такой яркий, это средний русый оттенок. Замечательно себя тоже ведет, хорошо удаляется, выходит через какое-то время абсолютно нейтрально. Это у нас Nordic, я, пожалуй, здесь остановлюсь. Это у нас пигмент, который мы используем в работе с блондинками. Средний блонд. Раньше, когда я не знала вообще колористику и пигментологию пигментов, у меня в обиходе всегда на столе стоял Dark и Nordic. Я их миксовала между собой и получала разные оттенки. Я даже на корректор деньги не тратила. Вот эти два оттенка, это прям топы. Любимчики публики, аудитории среди мастеров перманентного макияжа. Можете взять себе за основу, когда только начинаете пользоваться нашей палитрой. Итак, эспрессо. Мне очень нравится микс эспрессо и Shadow. Я прям люблю этот цвет. Красивый оттенок получается очень. И давайте посмотрим его в растирке. Здесь вот уже есть такой большая доля оранжевого. Даже на холодной коже этот микс Shadow и эспрессо дает хороший, красивый, благородный коричневый оттенок. Давайте сейчас прям на одном листе бумаги я сделаю растирку с двумя корректорами цвета и проговорю, для чего мы их с вами используем. Так, первый корректор — это корректор Orange. В основе здесь лежит 77266. Это Carbon Black. Всеми нами с вами любимый пигмент, который быстро и легко имплантируется в кожу. В чем отличие этой линейки базовой, гибридной от минеральной? В том, что у них разные составы. И если в неорганике у нас в составе был 77499, это Iron Oxide черный, то здесь у нас царствует и властвует тот самый Carbon Black, который легко и быстро имплантируется. У него есть много плюсов, много минусов, но здесь в основе непосредственно 77266. Вот при добавлении непосредственно оранжевого у вас будет всегда микс и заживление таким красивым коричневым цветом, без холода. Во всех палитрах желтый, я всегда говорю, представьте, что это маслечко. Масло, которое мы добавляем для того, чтобы каша стала масляная. Желтый, он не несет в себе изменения цвета никогда. При добавлении желтого корректора ваши цвета сохранят свой подтон, свой цвет. Желтый, вот непосредственно yellow, да, он не изменит подтон вашего микса. Он сделает микс более мягким. А вот уже orange, он любой микс переведет в теплый и может изменить цвет в теплую сторону. Вот такая простейшая палитра, которая у нас здесь с вами есть, с желтым и оранжевым корректором. Я рекомендую эту палитру использовать на запрос. Первый — это когда у клиентов жирная, пористая кожа, и минерал очень быстро будет выходить из кожи. Когда запрос клиента «я хочу брови на века», и еще один запрос — декоративные, плотные, яркие, насыщенные цвета. Для того, чтобы получить и удовлетворить запрос наших клиентов, используйте Basic. Что я еще бы здесь, какую бы отметочку поставила? Вы можете работать послойно. Для перекрытий все-таки больше подходит непосредственно органическая линейка. Минералы, как правило, это более продающая картинка после окончания работы. А вот органика, она такая более спокойная, она такая более графичная работа получается. И пиксель у нее не такой волшебный, как у минерала. Поэтому в смешении гибридов и минералов получается очень достойный результат, который удовлетворяет запрос и клиента, и мастера. Я надеюсь, я все понятно вам объяснила. Если у вас останутся вопросы или появятся в процессе работы, пожалуйста, задавайте эти вопросы мне и моим коллегам. Мы с радостью ответим на все ваши запросики и вопросы. Это самая любимая и дорогая моему сердцу
линейка пигментов, которую создала непосредственно я. Итак, у нас сейчас здесь 4 основных цвета, это элементарно, это просто. Это 3 основных корректора: олива, минеральный желтый, красный корректор и еще 3 на подходе, это 2 зеленых холодных и 1 фиолетовый для создания красивых благородных оттенков. Цвет номер 7. Работа выполнена на моих бровях непосредственно этим цветом. Это черный, красивый черный, минеральный, не органика. 7 может использоваться на бровях и может использоваться отчасти на глазах, но о миксе, который я использую на глазах, я расскажу чуть позднее. Но на самом деле 7 можно использовать также в добавлении в 77266. Это у нас 6. Я тоже показываю вам, что она довольно-таки холодная, вот прям красивая такая, холодная, плотная, создана для того, чтобы создавать красивые декоративные брови. Итак, далее у нас цвет номер 5. Это более средний цвет, он теплый, он хорошо себя зарекомендовал. Единственный момент сейчас я озвучу после того, как сделаю растирку. Больше в составе красного, поэтому этот цвет средний, теплый, красивый при регенерации. И есть еще одна 4, такая средняя, коричневая, подходит для блондинок. 4 она у нас тоже, вот обращаю ваше внимание, насколько она богатая по своему подтону. Линейка абсолютно небольшая, для того, чтобы мастера перманентного макияжа легко и просто могли использовать эту палитру и не думали о том, что же выбрать в подборе цвета клиенту. Если мы сравним 4 с 5, то мы видим, что у 7 есть такая желтизна и зелень. В составе есть зеленый, что дает ей более нейтральный подтон. 5 здесь много красного, при запросе получается такие коричневые средней плотности брови. 6 и 7 это пигменты, которые создадут более яркие, насыщенные оттенки. Будьте аккуратны в работе на бровях с 7. Она может дать прям такой холодный, темный, черный цвет. Это не всегда будет хорошо для клиентов и для вас как мастеров, поэтому с ней мы работаем аккуратно. Хотя на самом деле в миксе 7 и 4 плюс желтый получаются красивые такие серо-графитовые брови. Мне очень нравятся эти пигменты тем, что мы добились на производстве путем четкого измельчения первичного сырья в мельнице. Мы добились ультра тонкого помола, который дает быструю регенерацию в кожу этих замечательных пигментов и цветов. Понятно, что любая палитра состоит не только из основных цветов, у нее есть еще и корректоры цвета. Давайте рассмотрим их. 3 базовых корректора. Это первый корректор, понятно, чили. Чили, он создан для того, чтобы сделать любой микс более теплым. Его можно добавлять в миксы в основные. Вот, обращаю ваше внимание, это у нас корректор чили. Далее корректор желтый, я показываю его вам. Чистый, минеральный, здесь ничего нет в примеси. Вот такая вот прелесть у нас получается. Красивый, минеральный, очищенный, четкий. Корректор Honey дает более мягкий цвет в добавлении к основному цвету и, если нужно, чуть-чуть смягчает плотность и концентрацию цвета. И вот обращаю ваше внимание, у меня есть корректор Олива. Этот корректор теплый, он не относится к холодным корректорам, но в то же время при имплантировании под кожу он немножечко нейтрализует красноту минеральных пигментов. Вот, мы его добавляем. Сейчас в палитре появляются еще 3 основных корректора. Если олива у нас была теплая, то мы специально по запросу добавили в палитру, я назвала его изумрудом, потому что он мне напоминает изумрудный цвет. Вот, красивый, смотрите, как зеленка. Это холодный корректор цвета. Он дает плотность любому из миксов и делает их более холодными. Еще один корректор, корректор елка. Обратите внимание на его плотность. Если этот более прозрачный, то смотрите, какая елка плотная и максимально стабильная. Мне очень нравятся эти цвета. При добавлении, опять еще раз повторюсь, это будут абсолютно разные красивые оттенки получаться. И фиолетовый цвет, вы, наверное, знаете, для чего он нужен. Если не знаете, то на колористике обязательно это вам еще раз поведаю. Я изучала большое количество брендов, и у меня за 13 лет моего стажа было огромное количество опыта в работе с разными производителями. И я вот точно знаю, что вот эти вот солнечные страны очень часто применяют
так как есть народы мира с оливковой кожей, применяют фиолетовый цвет для того, чтобы создать цвет, который будет подходить в работе с разными народами мира, который имеет темный цвет кожи с оливковым подтоном или же с красным подтоном. Я сейчас вам хочу показать два наших пигмента с абсолютно разной степенью очистки. Это два желтых, но обратите внимание, насколько они разные. Вот этот немножечко темноватый, вот этот чистый желтый, измельченный. И давайте просто посмотрим в растирке, как они себя ведут. Первый желтый, раз. Помол вот непосредственно у этого цвета чуть-чуть больше, чем вот у этого, который я вам сейчас тоже в следующем моменте разотру и покажу. Смотрите. Плюс ко всему я хочу сказать вам, что вот этот вот желтый, который сейчас я растираю, он еще и плотнее получился за счет мелкости своего помола. Очистка, помол пигментов влияет на цвет, это раз. Второе, на качество самого пигмента, два. На то, как он будет себя вести посредством времени в коже, 3, как он будет имплантироваться, 4, и какие цвета он будет давать в миксе. Сейчас сделаем быстрый сравнительный анализ 3 черных цветов, которые есть в нашей палитре. И первый начнем с черного, который предназначен для работы на глазках со стрелками, с межресничным пространством, с теневыми растушевками верхнего века. Это пигмент Black, холодный, черный. Его CI-код 77266. Это чистый Carbon Black. Показываю вам, смотрите, как он красит, 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 красит. И еще можно в соседнее здание закрасить этой краской. Мелкий-мелкий, 0.13. Его размер молекулы насыщенный, плотный, подходит для работы только на глазах. В брови, в миксы бровные мы его не используем. Еще один топ, который появится в этом году, это гибридный пигмент черный, смесь 77499 неорганики, айрон оксида и 77266 Carbon Black, того же неорганического. Я покажу вам, как эта вся тема выглядит. Он уже более густой, у него технологический процесс приготовления немножечко иной, поэтому он такой уже более густой стал. Вот, кстати, мы сделали, почему цвет, я сейчас расскажу. Иногда плотности не хватает, и я прям капельку добавляю гибридный пигмент черный Nice в бровную палитру. И также я могу этот пигмент использовать в работе с глазками, особенно на клиентах, у которых светлые ресницы. Вот этот цвет максимально подойдет. У него не такая красящая способность, как у чистого Carbon Black, стоит это отметить. Смотрите, у него глицериновая основа, очень здоровский цвет, он холоднее, кстати. Просто для сравнения вам покажу. Вот смотрите, где у него начинается прозрачность цвета. Да, хотя капля такая же, это у нас органика в составе 77499, это айрон оксид черного цвета. Об этом, собственно, я хотела проговорить и показать вам, как 3 черных ведут себя, то есть этот более прозрачный, это чистый минерал, это чистый неорганический пигмент Carbon Black 77266, а это смесь того и другого, и вот обращаю внимание, как он себя здесь ведет. Такая вот замечательная история. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. На ютубе я еще больше буду рассказывать вам о всяких приколюшках, связанных с химией и с пигментологией пигментов Nice. Приятного просмотра, дорогие друзья!